Сегодня мы поговорим о очень вкусной теме. Вы, наверное, уже догадались, какой? Это еда. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и сегодня мы поговорим об одной очень вкусной теме, которая называется еда. Для меня всегда очень сложно говорить о русской кухне и отвечать на вопросы, что вы обычно едите на завтрак, или какая у вас национальная кухня, или что иностранец должен попробовать в обязательном порядке, когда приедет в Россию. Почему-то меня эти вопросы всегда вводят в ступор. Но кое-что найти удалось. Итак, начнем с пельменей. Пельмени, по сути, это тесто, в которое завернуто мясо. Мясо в тесте. Сырое мясо в тесте, которое нужно отварить перед употреблением. Но есть еще вареники. Вареники внешне чем-то похожи на пельмени, но в них содержится другая начинка, как, например, капуста, картофельное пюре, творог, вишня, все что угодно. Они могут быть и сладкими, и солеными. И от пельменей они отличаются тем, что в вареники заворачивается уже готовая начинка, а в пельмени заворачивается сырое мясо. Но и то нужно перед употреблением отварить. Не будем же мы есть сырое тесто, да? Почти в каждой семье не представляют, как можно жить без супа. Жидкое ведь надо есть. Суп едят практически все, кроме, наверное, молодежи. Хотя говорят, что если молодой человек добровольно захотел съесть тарелочку супа, это значит, что он взрослеет. Обычно суп едят на обед, и он считается первым блюдом. Есть очень много вариаций супов. Это и грибные, и рыбные, и солянка, и уха. Уха – это рыбный суп. И сырный, и... Что еще есть? Кроме... Забыла, как называется. А как называется суп, который похож на солянку? В общем, много всего есть. Много всего есть. Но немного мне бы хотелось остановиться на окрошке. Окрошка – это такой холодный суп, и в основном его едят летом. По сути, это просто салат, заправленный жидкой заправкой. Основные ингредиенты окрошки – это колбаса или мясо, картошка, морковь. Нет, морковки нет. Яйца. О, Господи. Яйца, огурцы, зелень. А дальше кто как любит. Это может быть заправка сметаны, кефира и газировки. Или это может быть квас. Квас – это разновидность напитка. В социальных сетях можно часто встретить споры о том, какой вариант более приемлем. Не хочу ни с кем спорить, но не может существовать варианта, кроме первого. Оливье – один из самых популярных русских салатов. Назван он был в честь французского ресторатора Люсьена Оливье, который в конце 19 века руководил одним из ресторанов в Москве. С тех пор рецепт оливье, думаю, несколько изменился, но на сегодня основные компоненты следующие. Что входит в оливье? О, Господи. Мясо или колбаса, яйца, картошка, морковь, соленые огурцы, зеленый горошек консервированный, лук, зелень, в общем-то все. Как же все, майонез еще, майонез обязательно, куда без майонеза-то оливье. И наиболее часто его едят в Новый год. Мало кто представляет себе Новый год без тарелочки оливьешечки, хотя тарелочки это мягко сказано, обычно это тазик скорее. Дальше у нас идет селедка под шубой или просто шуба. Хотя, возможно, ее шубой называю только я, если честно, я не слышала, чтобы люди говорили, называли селедку под шубой просто шубой. Но так проще ведь, чем селедка под шубой, проще сказать просто шуба. В общем. Это тоже один из салатов, которые в основном готовят на праздники. Не обязательно, конечно, на праздники, но в основном да. Основные компоненты селедки под шубой – это свекла,
картофель, морковь, майонез, селедка, лучок и яйца. Она вся укладывается слоями, каждый слой смазывается майонезом, настаивается в холодильнике и получается потрясающий салат. Я этот салат очень люблю, и меня им, как и многим другим, балует моя подруга. Приветики. Суббота у нас в стиле, встречаемся? Ага. Можно селедку под шубой. Есть еще мимоза. В нем, как и в селедке под шубой, все укладывается слоями, и основных ингредиентов тоже не очень много. Это рыбные консервы, картошка, морковка, лук, яйцо. И каждый слой смазывается майонезом. Возможно, не каждый слой, но что-то в этом роде. И сливочное масло. Господи, еще вообще-то сыр. Холодец. Оказывается, я узнала совсем недавно, что холодец далеко не все любят. И что некоторых от холодца просто воротит. Но это очень популярное и, по моему мнению, вкусное блюдо. Поэтому расскажу вам немного про холодец. Чтобы сделать холодец, нужно очень долго и медленно варить мясо. Несколько часов на медленном огне. Нужно варить мясо, в котором есть очень много желирующих средств, чтобы потом из этого бульона застыла масса. После нескольких часов варки это мясо достают, остужают, разделывают, кладут по формочкам, добавляют туда по желанию морковь или чеснок, или чеснок, и заливают это все бульоном. Затем отправляют в холодильник, и через несколько часов он застывает, и получается такая вкусненькая штучка. Блины. Вообще, мне кажется, что блины стоило поставить на первое место, потому что лично у меня это первая и единственная ассоциация с русской кухней. Но я подумала, что блины все-таки едят в разных странах, поэтому считается ли оно русским блюдом или нет, судите сами. Но блины в России очень популярны. Конкретно на Руси блины появились еще до 9 века. И еще с тех времен начали пользоваться большой популярностью, потому что они, первое, просты в изготовлении, второе, недороги по себестоимости, и третье, просто вкусные. Блины можно есть как без начинки, так и с начинкой. Начинка тоже может быть разной, каждому по своему вкусу. Это может быть и сгущенка, и сметана, и икра, и мясо, и грибы, и, в общем, все, что угодно. Я блиноман еще тот, но, честно говоря, спустя годы усердных тренировок, блины у меня получаются так себе. Каши. Точка. Разнообразие каш также большое. Гречневая, рисовая, пшенная, пшеничная, манная, овсяная. Я назвала самые основные. Также сюда, как в качестве гарнира, потому что каша идет в основном как гарнир к чему-то, сюда я еще добавила картошку. Картошку в России едят везде, почти все, и картошка очень популярная. И картошку можно варить, жарить, тушить, запекать и делать с ней все, что душе пожелается. Сейчас немного объясню, почему вообще мне сложно говорить об этой теме. Я человек, который особо не привередлив к еде, и мне по большому счету все равно, что есть. Сейчас уже на самом деле не настолько все равно, как было еще пару лет назад, потому что, например, если раньше я могла есть просто сухую гречку без ничего, с капелькой подсолнечного масла, и мне было супер, то сейчас я бы, наверное, на это не пошла. Но, тем не менее, конечно же, я люблю вкусно покушать, но если эту еду организует для меня кто-то другой, потому что сама я не вижу смысла тратить очень много времени на то, чтобы приготовить кучу вкусненькой еды, которая потом сама выйдет через... Ну, вы понимаете. Пример моего любимого завтрака – это яичница. Простая яичница, может быть с овощами, может быть без, может быть с хлебом со сливочным маслом, или это может быть просто хлеб со сливочным маслом, даже без яичницы.
Это могут быть сырники, блины, оладьи, круассан, что не совсем по-русски, но я его обожаю. На обед это, скорее всего, макароны, потому что я люблю макароны всех видов. А на ужин это может быть вообще все, что угодно, все, что есть в холодильнике. Ужин у меня плавающий. Кстати, если кому-нибудь интересно, вы можете выбрать любое блюдо из этого списка, а я вам его приготовлю. Сделаю видеорецепт. Только не холодец, потому что варить 5 часов мяса я не буду. И не пельмени с варениками, их я лепить тоже не буду, честно говоря. Ну и супы я вообще-то тоже не варю. Яичница! Пока!